Привет, друзья! С вами Лада. В этом видео покажу очень подробно, как сплести вот такой поднос из газетных или бумажных трубочек. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. Этот поднос станет идеальным подарком и на 8 марта, и на 23 февраля, и также на Пасху. В этом видео мастер-классе я подробно покажу вам процессы оформления и плетения овального донышка, как я его и чем укрепляла. Далее, как я плела веревочку в 4 и более трубочек и незаметно убирала концы рабочих трубочек и переходила на следующий ряд, как плела вот такой ажур, ручки у подноса и как его патинировала. Мастер-класс получается подробный и длинный, поэтому я обязательно оставляю в описании под видео таймлайн, то есть план видео по минутам, где вам легче всего сориентироваться, на каком этапе я что делаю. И также обязательно в описании под видео я оставляю все необходимые ссылки на те видео, в которые вы можете посмотреть дополнительные какие-то моменты. В частности, я обязательно оставляю ссылку на видео, где я произвожу расчет овального донышка, вообще как я его плету. Начинаю я работу предварительно с черчения эскиза. Для того, чтобы сориентироваться, каким будет донышко у меня овальное, здесь эскиз я чертила на обычном листе формата А4, размеры его 21 на 29, примерно таким же будет и размер овального дна. В плетении этого подноса у меня не было жесткого подстроя под определенные размеры, были согласованы с заказчиком приблизительные размеры подноса, и я их старалась соблюдать. Я взяла обычный лист бумаги формата А4, взяла овальную крышку от какого-то контейнера, который у меня есть дома, обвела эту крышку посередине этого листа, главное, чтобы все было симметрично. Вот такой овал посередине у меня получился. Далее я подровняла уголки листа под этот овал. И далее я по периметру наметила, где у меня будут располагаться стойки. Расстояние между стойками у меня здесь 2 сантиметра. И от этого я уже буду плясать. Внутри нарисованного овала я делаю расчет овального донышка, то есть смотрю, сколько трубочек у меня здесь идет в основании овального донышка. Все это я рассказываю в своем отдельном видео, ссылку на которое вы найдете в описании под этим видео, обязательно заглядывайте туда. Правда, здесь немного стойки в основании располагаются не так, как в том видео, но принцип остается точно таким же. Далее я обязательно черчу дополнительные стойки, то есть уже на эскизе я буду понимать, куда добавлять дополнительные трубочки, чтобы из них образовывались дополнительные стойки. Вообще в расчете овального донышка нет ничего сложного, и главное здесь понять принцип этого расчета, и, конечно, в этом деле поможет эскиз. То есть обязательно начертите его, обязательно наметьте, где у вас будут располагаться стойки, и уже от этого пляшите. Также в укреплении овального донышка мне понадобится флористическая проволока. Можно, в принципе, обойтись без нее, но я решила, что с ней будет гораздо лучше и прочнее. Здесь я использую флористическую проволоку диаметр 0,95 мм. Не устаю повторять, что покупаю ее в магазине Леонардо. Там представлен большой ассортимент такой проволоки, но также можно ее купить в любом рукодельном магазине или же, может, в строительном магазине. И в самом эскизе я уже наметила те трубочки, в которые будет вставляться эта проволока. Это вот эти поперечные трубочки и 2 трубы в основании овального дна. Ну и в этом кадре я на всякий случай показываю размеры моего овального донышка, эскиза овального донышка, мало ли вы захотите повторить точно так же. Ну и в этом кадре я уже выкладываю основание овального донышка, трубочки, которые у нас станут стойками, ну и соответственно те трубочки с проволокой я также закладываю в основание уже вместе с проволокой, то есть проволоку я в них вставляю, и посмотрите внимательно, что в этих трубочках, в некоторых из них торчит проволока, так и надо, она торчит для того, чтобы потом нарастились другие трубочки. Трубочки посередине я выкладываю следующим образом, как на видео. Всю эту конструкцию я закрепляю малярным скотчем, чтобы она не двигалась. Обратите внимание, что по бокам у меня двойные трубочки идут. Наращиваю 2 рабочих трубочки друг с другом и начинаю плести, оплетать всю эту конструкцию, которую мы только что выложили. Оплетаю эту конструкцию очень внимательно, аккуратно. Конечно, вот эти трубочки, будущие стойки у нас сейчас пляшут, гуляют, но на это мы не обращаем внимания, мы их фиксируем 2 рабочими трубочками, проплетая веревочкой в 2 трубочки.
На третьем ряду я уже разъединяю группы трубочек в 4 по 2 трубочки и плету дальше. В этом моменте я показываю, какая картина у нас получается. 4 ряда проплетено, и у нас есть двойные стойки в некоторых местах. И именно при плетении 5-го ряда я начинаю разъединять двойные стойки и оплетать уже по одной трубочке. Ну и у меня уже прорисовывается костяк овального донышка. Те стоечки, которые у нас здесь сейчас есть, я их аккуратненько располагаю по тем намеченным, нарисованным стойкам на эскизе. И получается, что все идет по плану. А в этом кадре я решила подробно показать, как я наращиваю трубочки с проволокой. Принцип наращивания все тот же самый, что и при наращивании рабочих трубочек, только скрутка здесь у меня не срезается, а на скрутку я как бы насаживаю другую трубочку. А есть у меня еще вот такая штука, на которой я недавно показывала, как можно на ней приспособить плести прямоугольные донышки. Видео есть на канале. Эта штука мне досталась в одной из посылок, и это не пеноплекс, но что-то в названии пены есть такое. Вот честно не запомнила название, очень такое длинное. И в принципе на ней тоже можно приспособить плести овальные донышки также, чтобы вот эта вся конструкция у нас не шаталась. Я все это дело закрепила булавками и продолжаю плести овальное дно. Таким образом я плету дальше, пока расстояние в некоторых местах между стойками у меня совсем неприлично увеличится, тогда я уже буду добавлять дополнительные стойки. Все это делаю я абсолютно на глаз, то есть у меня стойки уже выходят по намеченным моим эскизным стойкам, и я смотрю, сколько же стоек дополнительных мне требуется, и как раз вот в эти места я и добавляю вот эти дополнительные стойки, которые, количество которых мне и нужно.
Вот такой вид наша донышко имеет на этом этапе. Сейчас посчитаем, сколько всего рядов у нас сплетено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11 рядов у нас сплетено. Здесь мы заканчиваем ряд, вот этот 11. И на этом этапе, на 12 ряду, я буду разделять группы стоек по 2, по одной. Пока я вот эти вот группы стоек раздвигаю, то есть вот они крайние, которые, да, вот эти вот я не трогаю. Для этого я ножничками между стойками вот так вот делаю, раздвигаю расстояние. И сейчас буду оплетать уже по одной стойке. Делаю это следующим образом. Я оплетала по 2, а теперь разделяю по одной, оплетаю по одной. Сначала одну стоечку, одну трубочку, затем вторую. Здесь то же самое. Сначала одну стоечку отдельно, потом вторую. Все то же самое, как и на прошлом этапе разделения стоек. Вот здесь все то же самое делаю. Ну и тут по одной, соответственно, плету по одной. Так, дошла до этого места. Здесь то же самое зеркально, да? У меня по 2, значит, их я и разделяю пока. Еще раз, только вот эти вот я пока трогаю группы стоек. Другие группы стоек я пока не трогаю. Раздвинула ножничками и оплела, разделила. Вот так. Здесь можно нарастить. И также по одной вот здесь вот проплести. Так. Одна стоечка оплетается, вторая стоечка. Все. А далее вот эти группы стоек я пока оплетаю вместе. Но здесь тоже можно, в принципе, разделить. Но пока я это не делаю. Чуть попозже, на следующем ряду сделаю. Вот такая картина пока у нас получается. Пошел 14 ряд. И сейчас я буду разделять группы стоек, которые у меня посерединке образовались. Двойные вот эти стойки. То есть тройные я пока не трогаю, их в последнюю очередь буду разделять. А двойные сейчас будут разделены. Все точно так же делаю ножничками. Вот немножечко им помогаю раздвинуться друг от дружки. Вот таким образом. И потом каждую очень ласково вот таким образом оплетаю. Вот эти, они идут вот по этим намеченным линиям посерединочке. Поэтому я их никуда не сдвигаю. А вот эту я сдвигаю вот сюда. Уже как бы определяю ей будущее место. С этой стороны сейчас сделаю и с этой стороны. Тройные пока не трогаю. Сейчас я плету 16 ряд. И здесь я вижу, что в принципе расстояние вот между вот этими стойками у меня увеличивается. И я могу уже в принципе разделять вот эту группу тройных стоек по одной. Ну, по крайней мере, я попробую. Здесь все то же самое. То есть я ножницами освобождаю расстояние между стойками. Вот оно пошло. Так. И оплетаю каждую стоечку по отдельности. Все то же самое. Вот и уже их постепенно укладываю на те места, на которые они должны у меня быть. Вот. Ушли. Здесь, смотрите, здесь у меня были короткие стойки. Я их обрезала. Именно в этом месте я их наращиваю. Стойки здесь наращиваю точно так же, как и рабочие трубочки. Вот одна пошла стоечка. Вторая пошла стоечка. Да, все. И также их оплетаю аккуратненько. Так.
Ну и, соответственно, где у меня вот эти тройные группы стоек, я также по одной их разделяю, как в этом месте. Ну и в этих кадрах показываю, что здесь у нас плетется идеально овальное донышко, все стойки у нас находятся на своих намеченных местах, и таким образом я уже плету ряды плетеные и просто наращиваю ту необходимую ширину, которая мне нужна. Итак, показываю практически готовое донышко. По размеру оно у меня получилось 29 на 22 сантиметра. Здесь в этом месте получилось чуть-чуть потолще, но для меня это не критично. Сейчас буду убирать рабочие трубочки и плести стенки. Почему я убираю рабочие трубочки? Если бы я дно переворачивала и продолжала бы плести стенки, то я продолжала бы плести вот этими рабочими трубочками. А так как вот эта вот лицевая сторона у меня остается лицевой, дно я переворачивать не буду, поэтому я буду подставлять новые рабочие трубочки для плетения стенок. Эти трубочки я убираю. Ну вот и здесь вы видите вот эти вот бока у эскиза остались. Они остались, потому что изначально я нарисовала неправильный овал, поэтому вот эти ушки, они, соответственно, ну, так и остались бы. Показываю, как убираю рабочие трубочки. Я беру вот эту рабочую трубочку, которая вверху, и вот таким образом складываю ее у стойки, прям рядышком, срезаю конец и заправляю ее в то место, откуда исходит стойка. В то место прямо перед стойкой заправляю ее. Вот таким вот образом. Заранее расширяю в этом месте ножницами, чтобы протолкнулась трубочка. Ну и, соответственно, здесь трубочки не должны быть влажные, сырые. Они должны быть слегка подсушенные, но, соответственно, не такие уж сухие, чтобы не ломались вот при сгибах, да, чтобы не было трещин. Здесь нужно понимать и доводить трубочки до кондиции. Тогда они и хорошо будут проскальзывать внутрь плетения и, соответственно, не будут ломаться. Все, стойки рабочие, точнее трубочки рабочие убрала, начинаю плести стенки. Но перед этим, как плести стенки, я вставлю дополнительные трубочки стойки. У меня будет небольшой ажур, поэтому здесь я буду вставлять по одной трубочке через каждую одну. Вот я уже начала это делать. Все очень просто. Итак, раздвигаю место уже имеющейся стойки. Вот таким вот образом. Можно ножницами, можно шилом, как вам удобно. Вот у меня уже обрезан кончик у трубочки, и я ее туда вставляю. Здесь то же самое, через одну. Причем вставляю с каждой как бы правой стороны, получается. Если от меня у трубочки срезаю конец небольшой и вставляю. И так по всему периметру овала нашего подносика. Вот такая сейчас у меня конструкция. Плетеное дно я поместила на фетр, чтобы изнанка не особо сильно затиралась на поверхности твердой. Фетр я поместила вот на такую доску. У меня это планшет для рисования, но тоже подойдет. И все это скрепила вот такой резинкой портновской. Так как я плету не по форме, мне нужно, чтобы вот это донышко было зафиксировано и никуда не ерзало. Поэтому вот эти резинки очень даже помогают. Если плетете по форме, то уже к форме это донышко, так сказать, прикрепляйте. Для плетения стенок я вот таким образом стоечки поднимаю. Те стоечки, которые с проволокой, они, конечно, поднимаются и все, и не опускаются. Вот. Ну, а эти стоечки я просто так поднимаю, чтобы не было всяких заломов. Смотрю. Вот здесь. Отлично. Сейчас начинаю плести веревочку в 5 трубочек. Итак, я беру трубочки 5 штучек. Вот отсюда начинаю. Здесь у меня приблизительно будет ручка. Здесь же будет заканчиваться ряд. Так что все я продумала. Вот таким образом я подставляю за каждую стоечку 5 рабочих трубочек.
Вот так вот 4 и 5. Конечно, здесь придется быть более аккуратным в плетении этой веревочки. Итак, помним, что мы начинаем с самой крайней левой трубочки. Если у нас впереди 4, то мы заводим за пятую, то есть за следующую пустую стойку. Вот эту вот самую крайнюю левую трубочку. Ну что ж, начинаем. Раз. Тут, конечно, нам нужно будет наращивать очень часто и очень много. Но ничего. Следующее начинаем также с левой крайней. И заводим за следующую пустую стойку, то есть через, получается, 4. Раз, два, три. Через 3 за четвертую. За пятую. Да, раз, два, три, 4 за пятую трубочку. Ну, ориентир это следующая стойка трубка, которая свободна. Вот, начали. Далее с этой начинаем. Заводим за следующую свободную стойку. Это вот за эту. Обратите внимание, что я трубочки рабочие вот здесь вот не подклеивала. Я их просто пока вот таким образом подставила. Все. Я их не буду подклеивать, я их буду убирать. Или же подклею, ну посмотрим. Следующую точно так же взяли, завели за свободную стойку и вот сюда. Все, поехали дальше. Дальше все то же самое. Вот с закрытием у нас с вами будет переход на следующий ряд. Я включусь, покажу. Ну и, конечно, наращивание обязательно. Ну и витки, смотрите, чтобы ложились одна к другой. Вот здесь наращивание, тут нужно внимательно следить. Продолжаю плести веревочкой в 5 трубочек. Схема одна и та же. То есть я начинаю работу с каждой левой трубочки. Подтягиваю обязательно вот эти вот витки, чтобы они ложились ровненько, красиво. И за следующую пустую стойку, можно сказать, да? Если так можно сказать. Вот пустая стоечка у нас. Следующую подтягиваем вот здесь вот. Так. Отлично. Следующую каждую левую берем. Так. И за следующую пустую стойку. То есть я здесь уже не считаю, получается, сколько у меня за какую стойку. Пустая стойка это вот. То есть вот за нее уже никакая трубочка не уходит. И, соответственно, нужно уже наращивать. Вот я вижу, что вот этот конец короткий рабочей трубочки, я уже буду ее наращивать. Вообще, чем больше веревочка, чем больше как бы узор вот этот, веревочка в 5 трубочек, в 6, в 7, тем получается, что больше наращиваний. Когда веревочка в 2, то там наращиваний поменьше будет, почти минимум. А вот веревочка в 3 уже побольше наращиваний, в 4 уже прям, в 5 очень-очень много через раз наращивание. Ну а если в 6, в 7, то уже, конечно, сплошное наращивание идет. Смотря, конечно, какой длины еще у вас вот эти вот ваши трубочки, да, рабочие. Вот. Если они длинные, то и наращивание поменьше. И в этом кадре я показываю, как я закрываю ряд веревочкой в 5 трубочек и начинаю следующий ряд. Принцип закрытия точно такой же, что и в веревочке в 3 трубочки, в 4 и в 5. Я это показывала в отдельном своем видео, ссылку в описании оставляю. Ну и покажу здесь, конечно. Я останавливаюсь у начальной стойки, от которой исходит первая рабочая трубочка. И
я начинаю закрытие с каждой правой рабочей трубочки. И вот таким образом завожу за каждую пятую. У нас ряд закрывается. Далее я первыми двумя рабочими трубочками начинаю плести веревочку в 2 трубочки, а следующие трубочки рабочие я подставляю к каждой группе стоек вот таким образом и их оплетаю вместе со стойками. Таким образом у нас рабочие трубочки от веревочки убираются в само плетение, и с изнаночной стороны ничего не видно. И вот в этом кадре я показываю, что я уже доплетаю ряд веревочки в 2 трубочки до того места, где мы с вами переходили на этот ряд. Посмотрите, у нас ничего не видно, у нас закрытая веревочка из 5 трубочек идеальная, и переход на следующий ряд. А уже на 3-м ряду я срезаю те подставленные рабочие трубочки у стоек и плету дальше. И следующим этапом я плету ажур. Видео по плетению этого ажура уже есть на канале, обязательно посмотрите, он плетется очень легко, и такой ажур можно сплести и не только в подносе, но и также в любой другой корзине, в корзиночке, в шкатулочке. Очень интересно получается. После плетения ажура я сплела 3 ряда веревочкой в 3 трубочки, и сейчас я перехожу на плетение веревочкой в 4 трубочки, и для этого я подставляю дополнительные рабочие трубочки. То есть 2 у нас есть, и осталось подставить еще 2. Делаю я это следующим образом: концы заправляю внутрь перед стойками, как на видео, и плету веревочку в 4 трубочки. Таким образом, с изнаночной стороны у нас ничего не видно. Закрываю ряд веревочки в 4 трубочки точно так же, как я это делала в видео о плетении фруктовницы. Здесь рабочие трубочки я подрезаю и заправляю внутрь. Тем, кто хочет качественно научиться плести из газетных трубочек, я все-таки советую смотреть все мои видео, стараться не пропускать, потому что в каждых видео есть какие-то нюансы. Конечно, в одном видео я не могу все эти нюансы показать, это просто будет невозможно, но, может быть, как-нибудь сделаю такие, может быть, подробные видео, еще пока только мысли об этом. Поэтому обязательно старайтесь смотреть видео, потому что в каждом видео кладезь информации. Я стараюсь донести очень подробно, стараюсь показать разные нюансы, и я очень надеюсь, что это действительно вам полезно. В этом кадре я показываю изнанку подноса, как у нас убрались рабочие трубочки от плетения веревочкой в 4 трубочки. Да, конечно, это место видно, но тем не менее все аккуратно спрятано, нигде ничего не подклеено. А в этом кадре, как бонусом, я показываю второй способ убрать концы рабочих трубочек от плетения веревочки в 4 и более трубочек. Этот способ я часто показывала и на прямых трансляциях, и в своих каких-то других отдельных видео. И после того, как я этим способом убрала рабочие трубочки, я показываю вам изнанку. Посмотрите, вообще ничего не видно. Вот этот способ, конечно, меня устраивает на 100%, но тем не менее тот способ тоже удобен. Выбирать вам.
Загибка здесь абсолютно простая, здесь не будет розги, здесь не будет изиды или какой-нибудь объемной косы. Здесь очень простая загибка, я беру каждую трубочку, стойку и заправляю ее в то место, откуда исходит следующее. Ах да, забыла сказать, что, конечно, здесь у нас было чередование двойных и одинарных стоек, и каждую вторую из двойных стоек я обрезала, чтобы у нас получились все одинарные стойки. Ну и, конечно, у нас еще осталось то место, где торчат рабочие трубочки от подставленных трубочек. Когда мы плели с вами веревочку в 5 трубочек у основания, здесь эти концы трубочек я заправляю внутрь и там обрезаю, и ничего не видно. И плету ручку к подносу. Ручка будет абсолютно обычная, но, конечно, укреплена она будет проволокой. То есть я беру 8 трубочек и в 3 из них я вставляю проволоку для прочности. Далее эти трубочки для ручки я лакирую и сразу же их скручиваю вот в такую колбаску, как на видео. Таких заготовок нужно сделать 2. Края этих заготовок я скрепила обычной резинкой, чтобы они не распустились. Сейчас я закрепляю к подносу дополнительную трубочку, вот таким образом, как на видео. Все это я делаю на клее титан. И этой же дополнительной трубочкой, которую я очень хорошо разминаю, я буду как бы фиксировать эту ручку к подносу. Я думаю, на видео понятен этот принцип крепления. Если ручка получилась достаточно длинной, то вот такими бокорезами я срезаю трубочки дополнительные сбоку, чтобы убрать длину. Таким образом я креплю и вторую ручку к подносу, симметрично первой, и все это дело я патинирую белой акриловой краской с помощью губки, вот таким образом, как на видео. А еще кто из вас внимательный заметил, что у этого подноса не только патинирование сделано, но и я нанесла дополнительные набрызги с помощью кисти с жесткой щетиной и белой краски. Вообще процесс набрызгов я очень подробно показываю часто на трансляциях по рисованию по понедельникам, но в 2 словах. В общем, я беру кисть, небольшую кисть с жесткой щетиной, окунаю ее в белую краску с водой. Главное, чтобы на кисти не было слишком много краски, иначе брызги получатся в виде больших капель. И стуча вот этой кисточкой по пальцам или по какому-нибудь другому предмету направляю вот эти брызги на поднос, и получаются вот такие легкие набрызги. Можно сделать какую-то космическую тему, в общем, можно поиграться с этим, очень интересно будет. Ну и вот такой поднос из газетных или бумажных трубочек у нас с вами получился. Я еще раз повторюсь, что это идеальный подарок на любой праздник. И на новоселье, и на 23 февраля, и на 8 марта, и на Пасху. Но просто думать не надо, что подарить. Просто сплетите этот поднос. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс, это видео вам пригодилось и пригодится в будущем. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, обязательно пишите в комментариях ваше мнение, и если есть вопросы, тоже пишите, я с удовольствием на них отвечу. Также смотрите другие видео по плетению из газет на моем канале, я очень надеюсь, что вы найдете что-нибудь интересное. Также подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, обязательно жмите на колокольчик, тогда вы будете в курсе выхода новых видео и трансляций. Легкого плетения, друзья, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!